Всем доброе утро. Сегодня весь день мы проведем на Миконосе. Нет, идем в детский клуб. Не, в детский клуб мы не идем. Мы сейчас идем в город, Алис. Вот так мы сидим, как бомжики на ступеньках в театре и ждем, пока нас выведут в лодку по вот этим билетикам. У каждого свой номер и время. Чтобы выйти на берег, все сложно. На экране видно номера и время, в которое вы должны выйти к своей лодке. Мы ждем своего, но, наверное, пойдем пораньше. Ждать не будем 10 утра. Проходите, проходите, давайте. Не знаю, как будет в городе, но ветер сейчас вот в море открытом просто страшнючий, сносит. Миконос – модное и богемное место отдыха Греции, где сквозь скалистые берега пробиваются белоснежные домики с разноцветными окнами. Здесь кристально чистое море, словно отражение ярко-синего неба, а пляжи – укромные уголки, сверкающие золотым песком. Раньше Миконос был одним из беднейших островов Греции, а сейчас магнит для миллионеров, звезд, моделей и тусовщиков. Мы хотим подождать, пока вся толпа с нашего лайнера выйдет и рассосется по городу, потому что сейчас мы идем именно вот большим скоплением народу. У Таюси с утра немножко шею зажала, и ей вообще тяжело поворачиваться. Будем надеяться, что за день это все пройдет. Мы нашли небольшой пляж. Когда мы будем возвращаться из старого города, мы обязательно здесь искупнемся. Идем улочками, узкими улочками вверх. Привет! Миконос – это тот остров, на котором я мечтала побывать всю жизнь, даже больше, чем на Санторини. И вот моя мечта сегодня сбылась. Дом Геккона. Найдите Алису. Где Алиса? Где она спряталась? Алиса спряталась. Здесь очень много лесенок. Эти домики такие уютные, бело-голубые. Мне очень нравятся. Мы идем и ищем такие улочки, где поменьше туристов. Уходим куда-то влево, вправо, потому что реально остров такой туристический и народу очень много. Миконос входит в состав Кикладского архипелага и омывается Эгейским морем. Самая высокая точка острова – Илиас Варниотис, 375 метров. Миконос соседствует с другими островами – Андросом, Ринией, Сиросом, Тиносом и Делосом, которые вместе составляют северную группу архипелага. Смотри, какой гигантский цветок. Это как алоэ такой, да? Алиска, лучше не трогай. Мы поднялись немножко выше, и отсюда открывается панорама на порт, на круизные лайнеры, там где-то стоит наш. А мы хотим выйти к Миконосским. Мы хотим выйти к Миконосовским знаменитым мельницам. Это гигантелла какая-то, я еще такого огромного не видела никогда. Я его себе заберу. Нет, он ядовитый. Кого? Не, он не ядовитый, ты что? Ты шо?
Миконос – остров с великолепными пляжами и активной ночной жизнью, которые подарили почти легендарный статус этому острову, отпуск на котором стал синонимом стиля и изысканности. Однако остров также полон тихих и умиротворенных уголков природы. Сейчас мамина шляпа отправится в полет над Миконосом. Да? Говорит, привет, я мама. Что это? Прогуливаясь по мощенным улочкам Хоры, вы почувствуете волшебную атмосферу острова. На холме возвышаются ветряные мельницы, ставшие знаковыми для Миконоса. По узким улочкам мы сейчас выйдем к морю, там, где будут видны знаменитые миконосские мельницы. Я тоже не могла выговорить. Мельницы Миконоса. Улочки все похожи друг на друга. Белые домики, голубые окна, синие двери. Чем-то похоже на Санторини. На Санторини тоже именно очень много вот таких мест в тире в старом городе. Сейчас мы направляемся к самому оживленному кварталу Хоры. Мы по таким улочкам не ходим. Мы находим другие места. Что там уже? Уколола пальчик вот этим алоэ, и он печет, она его трет этой салфеткой влажной. Я говорила, не трогай руками, там колючки, да? Движемся к мельницам. Вода у тебя в сумке, кстати. Окей, идем сюда, присядем. А сейчас мы вам покажем самую узкую улочку Миконоса. Идем. Тын-тын-тын. Если у вас есть лишний вес, то вы здесь просто не пройдете по ширине. Идем, Алиса, догоняй. Догоняй. Опа, здесь в конце прям узенько совсем. Передохнули, идем дальше. Такая лама прикольная, да? Кому чего? Алиса тут кататься с бананом, а Тая любит заходить в магазины, что-то смотреть. А сейчас, чтобы выйти в очень красивое место, нам нужно пройти через большое скопление народу. Идем. Здесь кафешки. Алиса, иди вперед, чтобы мы не потерялись, Доця, давай. Сейчас мусорник будет, найдем. Идем вперед, Алис. Мы сейчас находимся на самой такой движниковой улице центральной. Множество магазинчиков, кафешек, народу тьма. Пройти невозможно. Здесь левостороннее и правостороннее движение. Идешь, толкаются, надо отсюда убираться. Потихоньку куда-то в бок. Боже, сейчас потеряю тут ребенка своего. Не отставай. 5-ю булочку я не дам тебе. Сейчас мы идем по улице брендовых магазинов. Zara, Louis Vuitton и еще разных. Тая любит такие места, а я ненавижу просто. У меня мысль одна, поскорее отсюда выйти, из этого квартала адского. Идем. Мы уже где-то приближаемся к этим мельницам. Идем.
Миконос – одно из самых популярных направлений для отдыха в мире. Население острова сильно меняется от зимы к лету. Постоянные жители острова, их примерно 10 тысяч человек, а количество туристов летом достигает 50 тысяч человек. Представляете? Вышли мы к этим мельницам, вид, конечно, шикарный, но очень много людей. Пойдем посмотрим на круизные лайнеры и на бухту. Вот здесь за денежку вы можете сфотографироваться с этим бедным, замученным на солнце осликом. Вот такие вот мельницы, да. И сюда идут все абсолютно туристы. Насчет ослика Тая сказала, что они живодеры. Она не любит вообще ни зоопарки у нас, да? Жалко ей животных становится, она расстроилась. Миконос считается одним из самых дорогих мест Греции. В то же время было бы неправильно не сказать, что провести ночь в некоторых отелях Миконоса можно за 60-70 евро. Дорогие и помпезные отели обойдутся вам в районе 500 евро в сутки. У меня возникла идея спуститься на вот этот пляж, в самый уголок, туда под скалы. И там песочек, можно хорошо зайти. Давай, Тай? Тая не хочет. Все круизные лайнеры, а их очень много, они стоят на рейде. И добраться на берег вы можете только на специальных лодках. Водный транспорт Миконоса, который приезжает за своими туристами, забирает их и потом также отвозит обратно на лайнер. Мы нашли пляж очень хороший, такой скрытый. Мы не были в Греции. Сколько, Тай, мы не были? С мая, получается, 4 месяца. почти. Да, с мая месяца, когда мы последний раз были в Афинах у Ставроса. Сейчас вот опять вернулись. Завтра снова будем в Афинах, кстати, в Пирей. Наш лайнер завтра заходит в Пирей. Мы решили спуститься поплавать вот сюда, вот в это место. Алиса уже ускакала. Мы с Алисой пытаемся залезть, да? Что ты там уже нашла? Рыбки плавают, вода такая прозрачная-прозрачная. Ага. Ты ко мне идешь? Знаешь, так заходишь, сначала прохладно, а потом хорошо. Давай. Сейчас Тая еще. Тая у нас последняя. Всегда она еще себя плохо чувствует немножко. Да? Не, водичка хорошая. Красивый пляжик такой. Камешки, водичка чистая. Людей много, но это в основном все туристы с круизных лайнеров. Вода чуть холодная. Да. Ой! Вода, конечно, прохладная, но уже осень, не лето. Тая лежит, шея у нее еще болит. Безветренная такая бухточка, хорошая. Мы спрятались здесь от ветра. Я хочу замотаться. Доц, ну мы Тае дали. Тая себя плохо чувствует, пусть она лежит на моем одеялке, хорошо? А мы с тобой на солнце так погреемся. Мы ж здоровые, мы ж не болеем. Давай ей уступим. Мама, я хочу замотаться, мне очень сильно. Ты сейчас на солнышке согреешься, тепло на солнышке. Что хочу сказать. Нам нужно очень хорошо и внимательно следить за временем, потому что наш лайнер, наш кораблик нас ждать не будет. Последняя лодка на наш лайнер возвращается в 7:15 вечера. Но я думаю, что мы не будем дотягивать до последнего варианта. А где-то на 6-часовую надо будет вернуться в то место, откуда мы вышли. Иначе уплывут без нас. Я такая, представляете, сижу и думаю, блин, вот так вот провтыкали время. Все, наши чемоданы, все наши вещи там остались. Паспорта я, кстати, всегда, ну, на всякий случай, зная нас, какие мы,
ношу с собой. И такая сижу, на секунду представила, думаю, блин, мы на Миконосе, придется возвращаться самим отсюда как-то в Венецию, самолет, наверное, билеты брать, ну, в общем, кошмар. Оставим это, не дай бог такого. Иди сюда ко мне, Алис. Ну, иди мне принеси, покажи, я хочу посмотреть. То непередаваемое чувство, когда ты успел искупаться вовремя. Народу привалило просто вот вообще капец. Поднялись с пляжа, здесь тенек, сейчас еще посидим, дети перекусят и будем двигать дальше. Нам еще очень много нужно сделать, скажи. А я Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me. Нет, картинку не надо. А если найдешь мне тарелочку, то я подумаю. Мы снова уже рядышком где-то с этим шумным кварталом, где множество магазинов всяких брендовых. Хочу отсюда уйти поскорее. Спускайся давай, это не твой дом. Ну быстренько нам идти надо. Мне надо ехать в Одессу. В Одессу тоже надо. Но для того, чтобы поехать в Одессу, нужно вернуться в Венецию. Давай, спускайся. Все, едем в Венецию. К папе она хочет в Одессу. Соскучилась, скажи, да? Катать не хочу. К подружке. Я заметила, что народ немножко схлынул. Рассосались туристы с круизных лайнеров. И мы сейчас гуляем спокойно, свободно. Улочки полупустые. Мне очень нравится Миконос. Мы снова вышли на ту улицу магазинчиков, и я очень хочу себе найти босоножки. Мы не случайно сюда вышли. Тая нас сюда назад вернула, невзначай. Ну иди посмотри, если что нравится. Я не люблю ходить по магазинам, мне больше нравится гулять. 61 стоит. А моя Дорого. платье было 7510. Да ты что? Алиса присела здесь, Тая по магазинам у нас. Я тоже присела, уже ноги болят. Мы сегодня такой километраж по острову натопали. Очень много прошли, реально. Вроде кажется, что небольшой, да, вот центр небольшой, старый город небольшой, портовая зона и набережная. На самом деле прошли прилично. Не трогай, сейчас упадет. Ты все уже, да? Пришла. Тая, подожди, Алиса тут упала. Подожди. Ну, давай дальше передохнем, идем. Все хотят в джакузи на лайнер. Я уже устала ходить. Наверное, сейчас уже будем возвращаться на наше судно, да? Пойдем в джакузи поваляемся. Покушаем. Покушаем. Алиса все время хочет кушать у нас. А я тут увидела еще один магазин с тапками. Хочу туда зайти. Это ужас какой-то. Ага.
Помните, я вам утром пляж показывала? Вот он. Мы уже вернулись, дети пошли в каюту, а я спустилась на ресепшн, мне нужно было кое-что узнать. Возвращаюсь я. И вот. Сонное царство. Боюсь говорить, перенесла человека сюда. Они все спят. Пока я уходила, все спят. Покажу вам красоту. Сидят, общаются, про меня вообще не вспоминают. Алиса сегодня ест суп, чтобы пойти в детскую комнату. Это мой ужин. Сегодня очень много морепродуктов, салатики из маленьких креветок такие. Тая, как обычно, фрукты и тоже салат из креветок кушает. Мы сегодня устали. Миконос чудесный остров просто. Ходили очень много, реально. Сейчас кушаем, и кто-то идет спать. Мама сегодня в утомлении. Ага. Тетя аниматор сказала, если она все покушает, все съест, супчик съест, то мы еще в детскую комнату идем. Вечером, когда ты возвращаешься в номер, у тебя на кровати лежит вот такая программа следующего дня. Что будет на следующий день вашего отдыха в круизе, какие анимационные программы, какие концерты. Это очень удобно.